Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мой новенький видеоролик по Call of Duty Mobile, и скоро уже станет привычной для вас рубрика «Цыганские фокусы от профессора». Сегодня я покажу вам один очень интересный и полезный баг в королевской битве, о котором мне рассказал мой подписчик Ярослав, у которого ник Реван, за что ему, конечно же, отдельное огромное спасибо. И это не просто баг, который вы сейчас посмотрите в ролике, а затем забудете про него, а который можно использовать в реальных катках. Ну что ж, приступим. Баг заключается в том, что благодаря определенным махинациям вы можете взять любой класс, ниндзя, медика или любой другой, а при вылете из самолета в начале катки будет работать механика именно десантника. То есть вы будете лететь, во-первых, со скоростью этого десантника, а во-вторых, на расстояние дальше, как десантник, и парашют будет раскрываться позже. Для этого вам нужно выполнить следующие действия. В разминке выбираем класс десантник и ждем, пока он восстановится. Благо на разминке все классы восстанавливаются очень быстро, поэтому не парьтесь, по таймингам вы в любом случае попадете. Вот, подождали, пока он восстановился, заюзали наш десантник, ждем, пока он упадет. Далее вся фишка в том, чтобы, ребята, находиться в воздухе. Вот, взлетаем в воздух. Далее, ребят, вам нужно подождать, вот очень-очень важная информация по таймингам, вам нужно подождать, стрелкой показываю, пока не начнется тайминг 10 секунд. И после этого тайминга вам нужно просто выбрать тот класс, которым вы хотите играть, именно после 10 секунды отсчета. Вот, выбрали, ну в данном случае ниндзю, сменили класс, и надо находиться в воздухе, это очень важно. Именно в воздухе поменять класс за 10 секунд. Повторюсь, там в 3, 5, там 10 раз, но я думаю, вы это поймете и запомните. Потому что не все с первого раза вас слышат, понимают и так далее. Так, проверяем, чекаем. Значит, ставим отметку. Вылетаем примерно за 1500 для теста и смотрим, ребят, на скорость и как мы прилетим, то есть, да, как долго будем лететь, короче говоря, на расстояние. Вылетаем примерно вот на таком расстоянии, потом будем тестить без бага тоже на примерно таком же расстоянии. Значит, летим, смотрим стрелочкой себе в очечко, это прям самая имба, чтобы долететь максимально долго и далеко. 62 км в час, ребят, обратите внимание на скорость, это скорость десантника, потому что без бага скорость 82, ну или 83, там, плюс-минус 1. Вот, ну и смотрите, ребят, вот так мы летим и прилетаем за даже больше, чем 1500 метров. Вот, теперь, ребят, чекаем без этого бага. То же самое, мы ничего не сделали на разминке, просто летим с другим классом. Вот, поэтому вот заяц. Кто скучал по зайцу, ребят, напишите в комментариях. Возможно, я его верну в рубрику «Киберзаяц нагибает сквады». Это было бы, в принципе, интересный такой камбэк. Так, то же самое, да, ставим отметку и ждем, вылетаем примерно на 1,5, там, вот то же расстояние, что и было в предыдущий раз. Ждем. Вот примерно на этом мы вылетаем. То есть примерно такое же расстояние, как и было в предыдущий раз. Плюс-минус пару метров. Может там 10 метров максимум. Летим. Обращаем с вами, ребята, внимание на скорость. Она 82. Она обычная. Как вот без десантника. 82-83. Ну и, собственно, летим. И наблюдаем, что очень быстро наша дистанция, ну точнее высота снижается. И раскрывается парашют вот уже здесь. За 300 метров до нашей цели. То есть мы не долетаем. Поэтому делаем вывод, что да, баг работает. Действительно, ты летишь с механикой десантника, если заюзаешь этот баг на разминке. Вот такие дела. Давайте с вами посмотрим вот такое нагляднейшее сравнение. Слева без бага, справа с багом. Обращаем внимание на дистанцию, стрелкой показал. Вот, слева без бага у нас 82 км в час, справа с багом 62 км в час. Летим. И, собственно, да, все мы с вами видим и по скорости, и по расстоянию, и так далее. Что без бага уже парашют раскрылся, а с багом мы успешно прилетаем на точку. Я надеюсь, вам будет это полезно, вы будете это юзать, чтобы долететь первым на дальнее расстояние. С меня, как всегда, годный контент и даже цыганские фокусы. А с тебя только лайкос, комментарий, ну и слова поддержки. Поэтому всем до новых встреч и, ребята, пока-пока.